Пигмент номер 403 – это корректор, цвет его желтый. Вы можете использовать этот цвет для того, чтобы осветлить любой из наших бровных пигментов, например. То есть вы хотите, чтобы сохранились кроющие качества пигмента, но чтобы он стал светлее. Потому что если разбавить разбавителем, то он перестанет быть кроющим, станет менее концентрированным. Также этот цвет вы можете использовать как корректор для серых бровей, темных, светлых. Главное, чтобы не было синего подтона. Если вам нужно вывести брови, которые перед вами серые, корректируемые, в светлый оттенок, то есть такой русый, то это желтый корректор. А если вам нужно сделать брови каштановыми или, может быть, перед вами клиент брюнет с серыми бровями, то вы должны использовать красно-коричневый корректор, потому что вам нужны окончательно зажившие брови, более темные, близкие к волосам. Поэтому вот такая разница. На один и тот же корректируемый цвет можно использовать два пигмента, русый и красно-коричневый, для достижения разных результатов. И также этот цвет можно использовать, если перед вами синие, такие сиреневатые брови, но соединив его с красно-коричневым корректором. А если перед вами фиолетовые брови, то есть вы должны понимать разницу, фиолетовый – это красный с синим в какой-то пропорции, то тогда вы должны использовать этот корректор чистым, и брови заживут красивым русым цветом. На самом деле это один из любимых моих корректоров и осветлителей цвета. Это очень красивый, такой теплый, желтый цвет. Очень тоже кроющий. Все корректоры, напоминаю, вы должны использовать без разбавителя, потому что он не нужен. Лучше, если уж вам нужна какая-то прозрачность, поработайте прозрачно, растяните техникой. Но обычно корректоры наносятся все-таки плотно. И работать нужно, конечно, только по корректируемому цвету, не выходя на чистую кожу. А теперь об упаковке. Все наши пигменты мы продаем вот в таких деревянных коробочках. Даже если это 5 мл, это такая коробочка, которая выдерживает вес взрослого мужчины. У нас есть доказательства этому. Мой муж становился на них ногами, стоял, прыгал, ничего не сломалось. Вы можете уверены быть, что наши пигменты не подделка, только когда они приходят к вам вот в такой упаковке. И вы можете быть уверены, что они придут к вам не поломанными, не раздавленными, не разлитыми, потому что в этой упаковке испортить то, что внутри, невозможно. 5-миллилитровый пигмент вот так открывается. Здесь обязательно внутри будет состав, потому что на бутылочке такой маленькой он не помещается. И вы можете посмотреть, здесь состав всех пигментов, всей палитры. Здесь на бутылочке у нас тоже есть вот 5 миллилитров написано. Также есть QR-код. Если вы наведете телефон на него, то вы попадете в наш интернет-магазин, в котором вы можете купить другие пигменты, а можете получить ответы на любые свои вопросы. Поддержка вам оперативно ответит. А также вы можете, кстати, обучиться в нашей онлайн-школе, если вдруг у вас есть какие-то пробелы в образовании и что-то у вас не получается. Это будет для вас абсолютно бесплатно, потому что мы хотим, чтобы все работали правильно и не совершали ошибок. Также здесь у нас на бутылочке есть дата розлива. От момента розлива вы можете работать в течение года, если открыли пузырек, и в течение 2 лет пигмент может стоять не открытым. Также, конечно, есть контроль вскрытия, то есть вот крышечка крутится, здесь немножко другая крышка, чем на 15-миллилитровом пигменте. Если вот так надавить и прокрутить с усилием, то вы услышите характерный щелчок, лента оторвалась. И открываете, смотрите, все внутри чисто, хоть я трясла пигмент, и ничто нигде не пролилось. Очень тонкий носик, который позволяет дозировать пигмент очень хорошо и четко. И также я хочу вам напомнить, что если вы собираетесь работать и будете встряхивать пигмент, закрывайте до упора крышечку, потому что иначе внутри во время встряхивания у вас может образоваться лужица из пигмента, он потечет, испачкает и носик, и может быть и упаковку внешнюю, и это будет неэстетично. И мы специально сделали крышечку белой, потому что белый – это символ чистоты. И если она будет залапана, то это будет некрасиво, поэтому работайте аккуратно. И я рекомендую встряхивать пигмент, перевернув его вниз, и так делая, и совершая такое усилие, чтобы шарик, который внутри, он специально в каждом пигменте лежит стеклянный шарик, чтобы он стукался и об верх, и об низ. И делать это не меньше минуты, потому что, когда пигменты стоят какое-то время, они расслаиваются. И чтобы ваша работа была максимально качественна, вы должны хорошо перемешанным пигментом работать. После того, как вы встряхнули пигмент,
Смотрите, я вот сейчас встряхивала, я открываю крышечку, и здесь все так же идеально чисто. Я его перевернула вниз головой, но здесь все так же чисто. И вот этот маленький носик, он позволяет, кстати, после того, как вы вскрыли пигмент, вот эту крышечку можно снять, но вам уже не нужно. Вы можете быть уверены, что капля вашего пигмента будет всегда одинаковой. И даже если она сама упала, либо если вы надавили на пузыречек. Надавливать на него можно легко, хоть он и такой вот маленький. Мы специально искали тару, которая будет позволять выдавливать пигмент, если вдруг вот это нужно. Потому что иногда бывают пузырьки очень твердые, и на них невозможно надавить. Закрываете пигмент, и здесь есть тоже такое как бы от детей, но не знаю, насколько это важно. То есть вот он крутится, но открыть его по-настоящему можно, если надавить, и потом уже прокручивать, как лекарство. Почему я считаю важным, чтобы капля была одинакового размера? Многие мастера любят смешивать пигменты между собой. И, конечно, вы должны записать, в какой пропорции вы смешали пигменты. И, конечно, чтобы цвет получился таким же через месяц или через год, когда клиент вернется к вам на обновление, вы должны быть уверены, что капля была одинакового размера. И вот наши идеальные тонкие носики гарантируют, что капля всегда будет идеально одинакового размера. И я считаю это большим преимуществом, потому что есть такие пузырьки, у которых носик с широким дулом, с широким отверстием, и когда ты переворачиваешь, и капля капает под своим весом, или когда ты чуть-чуть надавил, капли все разного размера, иногда вот такой пузырь надувается, это все очень неудобно и не позволит вам быть уверенным, что цвет будет именно тот же самый, если вы смешиваете цвета между собой. Вот такая вот классная у нас упаковка, ее еще никто не повторил, и я уверена, что вряд ли повторят, потому что это дорого, и потому что всем лень. А мы вот сделали так, чтобы наши пигменты выделялись, и чтобы вы были уверены, покупая наши пигменты, что если они в коробочке, то вы покупаете оригинал. Если вдруг кто-то продает вам пигменты без коробочки, имейте в виду, скорее всего, это какая-то подделка. К каждому нашему пигменту или к набору пигментов мы даем вам набор документов, что у нас здесь в конверте находится. Если вы купили пигменты, вам обязательно придет вот такой сертификат соответствия. Если вы хотите заказать рекламу, у вас требует сертификат, вот мы сразу вам его присылаем. Вот такая палитра у нас, смотрите, очень понятная, на мой взгляд. У нас бровные пигменты, вот здесь растяжка от светлого до темного, как может выглядеть пигмент в зависимости от плотности прокраса. Я много говорю об этом в вебинаре про колористику, о том, как цвет меняется в зависимости от его концентрации. И здесь вот как раз мы постарались показать вам, как наши цвета выглядят в зависимости от плотности прокраса. И также здесь вот перечислены корректоры, которыми вы можете работать практически на всех бровях, которые к вам могут прийти. От самых светло-серых и заканчивая насыщенно зелеными или красными. Также здесь у нас показаны цвета для век. Это черный, графит и кофе. Также здесь все наименования пигментов. И вот здесь вот такая табличка интересная. Она вам объяснит, какой пигмент для какой зоны. Первое. Вот смотрите, допустим, выбираем русый теплый, зона, брови. Его температура доводите очень теплый. Его основа желтая. Ну, вы можете это посмотреть и сами на растяжке, но можете посмотреть и, в принципе, получив вот этот документ. Дальше вы идете и понимаете цвет волос, к которому подходит этот пигмент. Блондины, русые, каштановые. То есть уже понятно, да, на ком работать. Кожа тонкая, нормальная, толстая, на которой можно работать этим пигментом. Техника, растушевка, волоски. Все. То есть вам уже понятно, на каком клиенте, в какой технике, какая основа. И так можно проследить каждый пигмент. Малина цвет, губы, цвет для губ, температура, прохладный, нейтральный. Основа красная, розовая, синяя. То есть вы уже понимаете, что намешано в этом пигменте. И идете дальше, так по каждому цвету можно пройтись. Потом здесь есть такое письмо от меня для вас. Вы его можете прочитать, я его зачитывать вам не буду, вы его прочитаете сами, когда купите наши пигменты. Также здесь у нас есть такая памятка, не памятка, а как бы объяснение по цветотипам, по Фицпатрику, какой цвет подходит. То есть вот кельтский, да, очень белая кожа, рыжие волосы, пигментация от нуля и до рыжего,
бывают такие цвета. И описание: русый теплый для светловолосых с толстой и нормальной кожей, волосковый метод и плотная рассушевка. Чтобы сделать еще теплее, немного ярче, можно смешивать с шатеном номер 104. Русый холодный, шатен и так далее. То есть цветотип по Фицпатрику, если вы живете в регионе, где у вас преобладает кельтский цветотип, то вам нужен теплый русый и, может быть, еще нордический цветотип, если вот, то есть это регионы такие, как там Финляндия, Эстония, то есть вот та часть Европы, где все очень светлокожие, светловолосые. То есть вы можете понимать, что вряд ли вам подойдет индонезийский, у вас очень мало таких клиентов, и зачем вам тогда покупать цвета, которые здесь перечислены. Ну и вот в зависимости от того региона, где вы живете и какой цвет кожи и волос преобладает, вы можете подобрать себе пигменты, чтобы не покупать лишнего. И также эта памятка для вас будет в тот момент, когда вы подбираете клиенту пигмент, вы можете заглянуть, подглянуть, подсмотреть. Кстати, у нас есть еще приложение, вы можете его скачать, напишите нашей поддержке, они вам помогут. Воспользовавшись нашим приложением, вы можете понять вообще моментально, какой пигмент нужен конкретному клиенту. А вот это вы можете использовать для того, чтобы выбрать набор пигментов, который подходит вашему региону, например. Ну или если вдруг у вас под рукой нету приложения. Так, что здесь у нас еще? Еще один сертификат. Система добровольной сертификации. Вот здесь по ГОСТу, вот здесь добровольная сертификация. Короче, мы сделали сертификаты все возможные для того, чтобы вам сразу облегчить жизнь. И здесь у нас тоже описание каждого пигмента, кому оно подходит. И все это упаковано в конвертик, и все это высылается каждому клиенту, который приобрел наши пигменты, даже не то что по запросу, а просто автоматически, как только вы заказали пигменты, вы сразу получаете полный набор для того, чтобы вам было удобно с ними работать и отчитываться перед какими-то проверяющими службами о том, есть ли сертификаты или нет. Мы позаботились о том, чтобы вам было удобно работать с нами.